Здравствуйте, друзья, с вами Александр Великий. Макуты первой линейки 2008 года подавались леговцами как вампиры, клыкастые крылатые чудища, превращающие жертв себе подобных, высасывая свет. Один из них настолько верен образу, что даже имя имеет соответствующее. Я говорю, конечно, о вампрахе. Справочную информацию о наборе вы видите на экране, теперь давайте рассмотрим его подробнее. Обычно во вселенных вроде Bionicle само наличие крыльев дает персонажам способность летать. Неважно их размах, площадь, пропорции туловища и все остальное. Раз крылья есть, значит их можно использовать. Однако вампраха дизайнеры решили создать по подобию летучей мыши, с большими крыльями-перепонками и крохотными ногами. Ни о какой реалистичности речи не идет, однако сходство с прототипом очевидно и играет на узнаваемость. Крыльям можно придать различные положения, такая вариативность всегда в плюс. Я при позировании стараюсь следовать какой-то логике, чтобы казалось, что вампрах парит на воздушных потоках, а не просто левитирует в произвольном направлении с произвольной скоростью. Недостаток этих крыльев в том, что возможности их позирования заметно ограничены подвижностью рук. Учитывая хрупкость суставов, удивительно, что у моего набора треснуло только одно плечо. Так как вампрах ослеп, ему приходилось использовать Моторона в качестве глаз. Напарницей Макуты стала Гавла. На спине вампраха она смотрится странно, я не могу представить этих двоих в полете. Основой туловища Макуты является новая деталь. Дизайн можно было бы похвалить, однако из-за крепления шеи у фигурки ужасно шатается голова. Мне слов не хватает, чтобы описать, как это действует на нервы. Поговорим о чем-то положительном. Механизм у вампраха один. Зато какой? Сбрасывание капсул Тридакс. Сама капсула хранится в грудной клетке Макуты, которая раскрывается, если надавить на спину. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Внутри капсулы лежат 4 теневые пиявки. Детали резиновые, с крестовым отверстием с одной стороны. Сбрасывать капсулы на разбегающихся в ужасе моторонов мне не надоест никогда. Обожаю смотреть, как половинки капсулы и пиявки разлетаются от удара. Главное при этом их не потерять, запасных в комплекте нет. Так вампрах выглядит без капсулы. Сравнение с другими макутами Фантока, Антрозом и Чироксом. Поначалу вампраха я не хотел брать, во многом из-за коротких ног, но в итоге передумал. Был ли я доволен покупкой? Абсолютно. Небольшое отступление. Это первый обзор, который я сразу выпускаю с английскими субтитрами. Если эксперимент окажется удачным, таких видео станет больше. Ваши отзывы будут очень полезны, поэтому не забудьте оставить комментарий и поделиться видео с друзьями. Передняя часть канистр Фантока может служить как элемент дисплея наборов. К сожалению, конструкция получается слишком неустойчивой, особенно в случае вампраха. Вампрах – один из самых необычных макут первого полугодия. Если вам интересно повозиться с его крыльями, попробовать различные варианты поз в полете, то набор вам несомненно подойдет, с поправкой на ограничение подвижности. Если же вы предпочитаете, чтобы фигурка просто стояла в спокойной позе, тогда вампрах может показаться скучным. Выбирайте, что из этого ближе вам. Благодарю за внимание. Комментируйте, подписывайтесь на канал, на мой паблик ВКонтакте и заходите в блог. До новых встреч! Пиявки внутри, а снаружи капсула.